Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня 27 декабря, нам ровно год, у нас небольшой такой юбилей. Гости продолжают к нам приходить, поздравлять нас с нашим юбилеем. И сегодня к нам в гости, к нам в студию пришел наш друг, мэр города Магаз Тимурзиев Муса Магомедович. Я не один, кстати, со мной еще Ахмед Хашигулев. Чуть не забыл. Я привык все время один на этой волне. Вот, и Ахмед Хашигулев. У нас, да, всем добрый вечер, добрый день. Доброе утро, смотря кто где Доброе будет утро, смотреть. да, потому что нас слушает во всех часовых поясах нашей огромной страны. И да, Муса Магомедович, Маршуал, очень рады видеть вас в нашей студии. Маршал Далши, валейкум салам. Приехал поздравить вас с годовщиной. Рад, что я был первым, кто вас поздравил. Ахмед меня встретил, сказал, что я первым. Не знаю, насколько это. Это правда. Да? Да. Желаю вам успехов. Желаю, чтобы это радио каждый год больше раскручивалось и охватило больше, наверное, территории, которые сегодня освещают. Я рад, что именно этот филиал находится у нас в столице, в городе Магаз. И частый гость ваш и друг в этом. В этом мы не сомневаемся. Мы еще знаем, что вы являетесь еще и нашим слушателем, помимо того, что вы являетесь мэром, еще и наш слушатель. Я из этических соображений не буду сейчас называть радиостанцию, которую вы слушаете непосредственно. Ну, странно, когда мэр города слушает эту радиостанцию. У меня такой вопрос. Уже, наверное, не как к мэру, а как к слушателю. Вот как вы оцениваете? Может, есть... Я понимаю, что есть над чем нам работать, но что бы вы поменяли? Может, оставили бы все как есть? Как вам, как слушателю? Ну, радиодача, конечно, там ничего менять не надо. Я так думаю. Музыка нашей молодости, скажем да, так. шансон я буду слушать, и в следующей нашей встрече я вам скажу, что тут можно поменять, что можно оставить. Вот так вот аккуратно мы узнали, что мэр города Магаз не слушает радио «Шансон». Да, ну, бывает, когда дачу ищу, волну попадает. А мы только так и работаем, мы так слегка попадем куда-нибудь, вот куда попали, там нас и слушают. Муса Магомедович, такой вопрос, просто, скажем, вопрос ни о чем. Каково это быть мэром столицы? Очень, очень серьезная работа. Каждому вопросу приходится индивидуально подходить. Где-то интересно, где-то бывает, конечно, не так интересно, но мы пытаемся наладить все, чтобы было везде интересно. То есть, этого никогда не будет, но мы пытаемся что-то сделать. А вообще, чем живет столица? Ну, вот будний день Магаса. Ну, вы знаете, у нас начинается рабочий день, наверное, с 4 утра сейчас. То есть начинают выезжать наши машины, в летнее время это поливочные, подметать. Вот это все у нас начинается с 4. Поэтому день он бывает, можно сказать, каждый раз одинаковый. У Зеленхоза свои вопросы, там деревья, цветы, ЖКХ, уборка, горсети, это электричество. Вот каждый занимается своим вопросом. У нас все налажено, и теперь легко, как бы каждый знает утром, с чего он должен начинать утро. Да, бывает потом такие вопросы. Ну, то есть был у нас 2 раза уже в этом году шквалистый ветер. Да, летом, я помню, застал дороги. В это время, конечно, да, у нас бывает уже, мы сбиваемся с графика, уже по-другому работаем. Ну, каждый день он индивидуальный подход, какие вопросы. У нас раньше, например, когда я пришел, 50-60 жалоб было начать. Теперь, если их бывает 5, я считаю, много от жителей. Поэтому мы и слушаем там, в чатах, я сам везде сижу, каждую жалобу сам лично рассматриваю, мои замы там сидят. Я извиняюсь, а можно поподробнее, что за чат? Я сам житель Магаса, но я не знал. Телеграм есть чат администрации города Магаз. И туда любой житель может написать. Да, туда он подписывается и может написать любая жалоба, там, спасибо, если хотите сказать, тоже можно. Как часто говорят спасибо? Очень редко. Ну, мы, конечно, скупы на похвалу. Да. Хотя я считаю, что спасибо надо говорить по той простой причине, что это дополнительный и стимул, и это очень сильно подстегивает для того, чтобы работать и понимать, что работа администрации движется в правильном русле, в нужном направлении. Вы знаете, вот это спасибо, ну, не для меня, но
те люди, которые там сидят, мои замы, начальников отдела, там, да, тот же руководитель ЖКХ, он устраняет эти проблемы, и это спасибо, когда он слышит, действительно, это для него будет хороший стимул и приятно будет. Мусам Магомедович, учитывая, вот вы только начали работу, по сути, вот вы только вот вливаетесь, я обратил внимание, что у вас очень сильная команда, на самом деле, собралась рядом с вами. И я уверен, что вот вместе все, вот вы и ваша команда, вы достигнете определенных успехов, и люди, жители Магаса, обратят внимание на то, что мэрия работает действительно. Да, мы часто слышим, это люди говорят, да, вот видно изменения много. Но каждый на своем месте у нас в команде. Вот это важно. Сейчас. Это да, важно. Каждый на своем месте. Мусам Магомедович, ну мы более, наверное, широкую, да, за беседу мы обязательно, мы анонсируем. Да, забегая вперед, Да, мы скажем, что у нас будет более такая широкая версия нашего сегодняшнего диалога. Ну, наверное, хотелось бы что-то вот новое, что-то вот необычное в следующем году. Есть какой-то, может быть, проект, над которым сейчас администрация ваша работает и порадует в скором времени жителей столицы? Ну, весной мы уже город Магас, столица роз. Ох Мы ты! объявили. То есть розы? Да, 1300 кустов мы уже посадили. Отлично. Весной посадим еще, и всего планируется от 5 до 7 тысяч кустов роз. Вот это по прям всему вообще Магасу. замечательно. Это очень круто. Это многолетние будут. Чувствую, я в каждой квартире появится по одному букету роз. Вечером, да? И букет будет обновляться Да. периодически. Да. Щедрые мужья нынче пошли, скажут. Значит, у нас и окольцовка у нас идет сейчас всех аллей и парков Победы. То есть, выйдя на, например, скажем, с аллеи спорта, человек может перейти аллеи Кадырова, Республики, Парк Победы, СВО, и вот окольцованная она будет парк, это аллея матери, отца, и теперь мы там промежуток сейчас тоже делаем новую аллею и к аллее Кинжала. То есть кругом можно будет пройтись по городу, по всем аллеям. Везде будут QR-коды или штрих-коды, как это называют. Телефон подвел, прочитал, о чем аллея, о чем парк, когда был создан, что там есть. Ну, такие идеи это на следующий год, которые мы вот планируем завершить. Больше пространства людям прогуляться, чтобы у нас не скапливались все в центре вот аллеи Кадырова. Ой, там вообще Чтобы такой сходняк везде, бывает. вот даже у вас тут внизу, да, у нас аллея Республики. Да. Здесь тоже будут появиться какие-то новые кафе, где можно есть интернет, где можно будет не палатки вот эти вот тинтованные, да, вот тут были, а реально стеклянные, с кондиционером, чтобы интернет был доступ, то есть кофе попить, посидеть. Мы это как бы растянем, чтобы люди могли прогуляться, куда-то зайти, посидеть. И как бы открыв небольшой секрет, сообщим вам, что как бы на будущий год мы планируем, как мне сказал, более такое широкое общение с мэром Магаса. И люди смогут задавать вопросы. И мэр открыт для разговора, задавать свои вопросы. И я уверен, что Мусам Магомедович ответит на все ваши вопросы. Скрывать нам как минимум нечего. Нечего. Поэтому смело задавайте вопросы. Мусам Магомедович, мы не будем вас задерживать. Огромное вам спасибо, что приехали, поздравили нас с юбилеем. Для нас это очень важно. Важно, что люди обращают внимание на нашу скромную работу. Да, да,